Март стал настоящим испытанием как для мировых рынков, так и для инвесторов, потому что это был самый непредсказуемый и волатильный месяц за последнее время. Конечно же, главной причиной такого хаоса стала война в Иране. Вокруг нее продолжают идти обсуждения, слухи и масло в огонь подливают различные заявления, особенно со стороны Трампа. И все доходит просто до абсурда. Мнение Трампа меняется так быстро, что сам Трамп не знает, какие дальнейшие цели, как идут эти переговоры, идут ли они вообще. Сначала он хочет мир, потом угрожает новыми ударами, говорит, что война вот-вот закончится, но в реальности эскалация только усиливается. Сперва он дал дедлайн до 23 марта, потом продлил на 10 дней, до 6 апреля, и неужели война просто зашла в тупик? А Трамп насколько сильно от нее устал, что желает как можно быстрее ее закончить. На этом фоне нефть, акции, а также биткоин прыгают вверх-вниз, и нам приходится за всем этим следить, чтобы понимать, к чему нам вообще стоит готовиться. Ведь как бы с одной стороны потенциальный мировой кризис, но с другой вера в успешные переговоры и в скорое закрытие данного вопроса до сих пор остаются. Конечно, некоторые могут сказать, что Трамп просто сошел с ума, пытается своими заявлениями манипулировать рынками, дабы сбить рост нефти, и что будет дальше, одному Трампу известно. Но на моем канале это так не работает. Я всегда максимально углубляюсь в определенный вопрос и провожу аналитику, чтобы вы, мои зрители, понимали наиболее вероятный сценарий развития событий. И поэтому сегодня моя главная задача – разобрать, какой будет следующая фаза этой войны, какие конечные цели у Трампа, удастся ли их достичь, сколько времени на это уйдет, и самый важный вопрос, который 100% интересует вас, как же это все повлияет на экономику, рынки и биткоин. Ну а в конце видео я проведу большой анализ его цены с прогнозом на ближайшую неделю, потому что сейчас биткоин четко идет по моему сценарию с последнего видео. Но перед этим обязательно попрошу вас поставить видео лайк. Если вам реально нравится то, что делаю я и моя команда, нам крайне нужна ваша поддержка. Сейчас не самые лучшие времена, можно сказать, во всем мире, и ваш лайк помогает не только регулярно выпускать новые видео, но и создавать бесплатные обучающие материалы, как, например, курс по скальпингу, который есть у меня в телеграм-канале. И сейчас у нас в работе есть еще несколько крутых проектов, которые мы готовим для вас. Но, друзья, все начинается именно с вашего пальца вверх. Я извиняюсь за долгое вступление, просто это очень важно. $10 за комментарий получает этот зритель. Кстати, можете в комментариях написать, как вы думаете, у Трампа все-таки есть план, чтобы закончить данную войну? Или он просто решил провести быструю операцию на 2-3 недели и объявить громкую победу? Так что пишите свое мнение, а мы начинаем. Несмотря на то, что на протяжении всей прошедшей недели биткоин пытался закрепиться выше ключевого уровня 70 тысяч, в пятницу цена ушла тестировать новые локальные уровни поддержки. Главные источники давления сейчас это, конечно же, Иран, нефть и, само собой, угроза энергетического кризиса. Ормузский пролив до сих пор находится под контролем Ирана, и уже несколько танкеров, которые пытались пройти через пролив без разрешения, были просто уничтожены. Как результат, фондовый рынок США под конец недели открылся в минус и потерял еще более $1 триллиона, в то время как биткоин протестировал поддержку ниже уровня 66 тысяч. Самое важное здесь даже не только падение биткоина, а то, что дефицит нефти начал бить по инфляционным ожиданиям в США. Рынок понимает, если нефть идет вверх, значит растут издержки, дорожает логистика, усиливается давление на цены по всей экономике. А это автоматом создает новую проблему для ФРС. Вы только посмотрите, доходность двухлетних облигаций США, которая отражает ожидания по ставкам, поднялась выше уровня 4%. При этом уровень ставки ФРС всего 3,6%. Это означает, что рынок закладывает, что ставка ФРС будет оставаться высокой дольше, чем ожидали ранее. Кстати, более подробно о росте доходности облигаций, шансах на понижение ставки ФРС и влияние на крипту я подробно писал у себя в телеграм-канале, где ежедневно выходит много полезной информации, на которой вы можете зарабатывать. Там есть мое мнение по рынку, мои прогнозы, а команда редактора выкладывает свежие новости. И все это каждый день. За счет этого вы не только не пропустите никакое важное событие, но еще на нем и заработаете. Так что подписывайтесь, скоро там будет календарь важных дат на апрель. Тем временем доходность десятилетних облигаций поднялась до максимального уровня с начала войны. Это очень плохой сигнал. Когда доходности растут, это означает, что рынок требует более высокую премию за риск, а значит финансовые условия становятся жестче. Для биткоина это, конечно же, негативно, потому что дорогие деньги и высокая доходность облигаций обычно давят на все рискованные активы. Но куда же движется эта война и что же нас ждет дальше? Если смотреть на ситуацию прямо сейчас, то у меня складывается ощущение, что Трамп реально хочет закончить войну с Ираном максимально быстро, потому что затяжная война начинает бить сразу по всем его слабым местам. Нефть с начала войны уже подскочила очень сильно, в США бензин за месяц подорожал примерно на $1 и подошел почти к уровню $4 за галлон, а для любого американского президента это очень токсичная история, потому что чем дольше идет война, тем сильнее растет инфляционное давление, нервничают рынки и падает доверие к экономической политике Белого дома. Рейтинг одобрения Трампа просел до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Именно поэтому я думаю, что сейчас Трамп пытается перейти от всей этой демонстрации военной силы Америки к
логическому завершению в виде принуждения Ирана к сделке. Формально его цели не изменились. Белый дом еще в начале марта говорил о 4 задачах: уничтожить ракетные возможности Ирана, разнести его военно-морские силы, не дать получить ядерное оружие и перекрыть поддержку прокси-групп. Но сейчас важно другое. Вместо новой мощной эскалации Трамп поставил паузу по ударам по иранской энергетике на 10 дней, до 6 апреля. И прямо сказал, что переговоры идут хорошо. Но они говорят: о, мы с ними не разговариваем. Любой поймет, что они разговаривают. И всего их 4, и они не дураки. На самом деле они очень умные в определенном смысле. И они отличные переговорщики. Я говорю, что они плохие бойцы, но отличные переговорщики. То есть сигнал в принципе хороший. Белый дом хочет не просто воевать, а как можно быстрее дожать Иран до соглашения и зафиксировать результат. Но если копнуть глубже, то конечная цель Трампа намного шире. Он хочет дожать Тегеран до такого состояния, чтобы Иран либо принял американские условия, либо потерял ключевые рычаги давления на Ближнем Востоке и мировой нефтяной рынок. Именно поэтому Вашингтон через посредников передал Ирану предложение из 15 пунктов, где речь идет не только о ядерной программе, но и о ракетной программе и по факту о контроле над Ормузским проливом. Ну а что же нужно сделать, чтобы этих целей добиться? И вот тут начинается самое важное. Одних авиаударов, похоже, недостаточно. По данным Reuters, США могут уверенно подтвердить уничтожение только примерно трети иранского ракетного арсенала. То есть Трамп может рассказывать, что война уже почти выиграна, но по факту для выполнения максимальных целей нужно либо дожимать Иран еще сильнее военным путем, либо получить от него очень серьезные уступки за столом переговоров. Сейчас все чаще всплывает остров Харк. Это критически важный нефтяной узел Ирана, через который идет около 90% иранского нефтяного экспорта. И здесь логика понятная. Если выбить Харк, Иран теряет огромную часть нефтяных доходов и один из главных источников денег на войну. Но проблема в том, что взять объект это одно, а удерживать его под дронами, минами, ракетами и постоянным риском ударов это уже совсем другая история. То есть наземная операция в теории может ускорить давление на Тегеран, но одновременно она резко повышает риски затяжной войны и роста потерь. Именно это и затягивает войну по времени. И как я говорил в прошлом видео, до конца марта эта война не закончится. Да, по факту следующей фазой войны должна стать наземная операция. Тогда рычагов давления у США будет больше, ведь решать все мирными переговорами в текущей стадии, как мы видим, очень сложно. Удастся ли Трампу выполнить все поставленные цели? На мой взгляд, да, но только если Иран сам пойдет на очень болезненные уступки, а это пока выглядит очень маловероятным. Скорее всего, Трамп может добиться частичного результата, сильно ослабить Иран, урезать его ракетные возможности, продавить переговоры с более выгодной позиции и потом это продать как победу. Но если цель полностью убрать угрозу со стороны Ирана без долгой наземной фазы, то здесь у меня большие сомнения. И поэтому Марко Рубио уже говорит союзникам, что операция продлится еще 2-4 недели, а не закончится мгновенно. Как последовательно заявляло военное министерство, мы идем по графику или даже с опережением в этой операции и рассчитываем завершить ее в надлежащий срок через несколько недель, а не месяцев. То есть даже внутри Вашингтона есть понимание, что быстрой развязки может не быть. Трамп хочет закончить войну быстро, но не пустым перемирием, а сделкой, которую он сможет продать как свою победу. С одной стороны, Рубио уже говорит союзникам, что США могут достичь цели без наземной операции, и что конфликт должен завершиться в течение недель. Это очень важный сигнал, потому что если бы Белый дом реально готовился к большой сухопутной войне, риторика была бы совсем другой. С другой стороны, американцы все равно держат на столе вариант усиления давления. Но Трамп реально хочет закончить войну с Ираном максимально быстро, и последние его действия это подтверждают. Паузу по ударам, ставку на переговоры, ожидание ответа Ирана, риторика про недели, а не месяцы. Все это говорит о желании выйти из конфликта как можно скорее. Но быстро закончить войну не значит легко закончить войну. Если Иран не примет жесткие условия США, тогда Трамп снова окажется перед выбором: либо смягчать требования и забирать неидеальную сделку, либо снова усиливать эскалацию. А чем дольше будет тянуться эта история, тем сильнее она будет бить по нефти, инфляции, рынкам и по самому Трампу внутри США. Поэтому данный вопрос затянется еще минимум до середины апреля и, наверное, даже до конца, чтобы мы увидели реальную сделку. И для нас самое важное это влияние на рынок, которое продолжается из-за скачков нефти, просадки акций и угроз роста инфляции. Ведь цепочка здесь простая. Нефть растет, растут цены производства, усиливается инфляция, это бьет по риск-активам и капитал уходит из фондов рынка и крипты в облигации, доходность которых растет. Именно от этой базовой цепочки
точки и отталкиваются аналитики нашей подписки Coin22 Pro. Наши эксперты следят не только за криптой, а за котировками всех мировых активов, чтобы на основе корреляции выстраивать стратегию для торговли. И в последнее время мы очень часто берем консультационные часы у известных американских сырьевых аналитиков, работающих с нефтью и золотом, что приносит очень хороший результат и на крипте. Как, например, на днях мы закрыли в плюс лонг сделку по Aptos, хороший шорт по Uniswap, также заработали на падении Monero и на многих других сделках. Все участники Pro получают обучение с нуля, сопровождение и поддержку 24/7. У нас за спиной более 3 лет опыта работы сервиса Pro, и поэтому все, кого интересует профессиональный подход к инвестированию и трейдингу с использованием конкретной стратегии, чтобы систематизировать ваш заработок, становитесь участниками Pro по ссылке в описании, а мы, друзья, возвращаемся к теме нашего ролика. Все, что мы только что разобрали, для мировой экономики эта история выглядит уже очень опасно. Ормузский пролив — это примерно 20% мировых поставок нефти и газа, и пока он под угрозой, рынки будут закладывать риск нового сырьевого шока. Сейчас нефть Brent остается выше $100, и даже несмотря на попытки просесть ниже этого уровня, цена все равно отскочила вверх. При этом с рынка уже выпало около 11 миллионов баррелей в сутки, и это уже даже посерьезнее, чем 2 нефтяных шока в 1970-х вместе взятые. G7 уже требует восстановить безопасную навигацию через Ормуз, потому что удар идет не только по нефти, но и по удобрениям, логистике и глобальным цепочкам поставок. А дальше включается старая схема. Дорогая нефть — это давление на инфляцию, инфляция — это риск более жесткой политики ФРС, а более жесткая ФРС — это давление на акции, облигации и крипту, и вообще на все рискованные активы. Поэтому, если кратко, то для мировой экономики это выглядит так. Чем дольше затянется война и чем выше будет риск наземной эскалации, тем выше шанс, что мы получим не просто локальный военный конфликт, а полноценный инфляционный удар. Но здесь также нужно понимать, что инфляция, которая растет из-за увеличения стоимости производства, это не та инфляция, которая увеличивается, когда у ФРС низкие процентные ставки, люди активно покупают товары, разгоняют экономику и тем самым вызывают рост цен. Это немного другая ситуация, и поэтому даже если говорить о шансах на снижение ставки ФРС, то те, кто смотрели мои прошлые видео, знают, что я по-прежнему ожидаю, что прежде чем мы увидим скатывание экономики в кризис, ФРС попытается спасти американскую экономику за счет стимулирования, как это было в пандемию. И, кстати, тогда нефть тоже росла. Но сейчас, наверное, самый неприятный индикатор, который горит красным светом, это доходности по облигациям США. Они резко пошли вверх. Как мы разобрали, 10-летние облигации выросли до 4,4%, а 30-летние до 4,9%. По сути, это самая жесткая распродажа облигаций с момента тарифного кризиса в апреле прошлого года. И самое важное здесь даже не сами цифры, а то, что рынок уже начинает закладывать не снижение ставки ФРС, а даже риск ее повышения. Если недавно все обсуждали смягчение политики, сейчас настроение резко изменилось, и произошло это примерно через месяц после начала конфликта между США и Ираном. Для меня здесь особенно показателен уровень по 10-летним облигациям. Сейчас доходность почти дошла до отметки 4,5%, а это тот самый уровень, который в апреле прошлого года уже заставил Трампа очень быстро менять курс. Тогда, когда доходность выросла до уровня 4,52%, он буквально в течение нескольких часов поставил на паузу взаимные пошлины и сам сказал, что рынок облигаций очень сильно перегрет. Поэтому сейчас можно провести параллель. Если доходность снова пробивает уровень 4,52%, давление на Белый дом может резко усилиться. Уже даже звучит вопрос, не придется ли Трампу теперь таким же образом поставить на паузу уже не пошлины, а саму войну, если рынок облигаций продолжит сыпаться. Но еще важно то, что напряжение видно не только в длинных облигациях, а и в коротких. Доходность двухлетних бумаг, которые сильнее всего реагируют на политику ФРС, с конца февраля выросла примерно до уровня 4%. То есть рынок начинает переоценивать инфляционные риски и все серьезнее допускает вариант, что ФРС может даже пойти на повышение ставки. По последним данным, вероятность повышения ставки в апреле потенциально может дойти до уровня 5%, особенно если конфликт будет усиливаться, а нефть, которая уже дошла до уровня выше $100 за баррель, после блокировки Ормузского пролива пойдет еще выше. То есть вся эта история строится очень просто. Дорогая нефть усиливает инфляционные ожидания. Инфляция давит на рынок облигаций, а рынок облигаций уже начинает давить на ФРС и на Белый дом. И что важно, это уже не только проблема Америки, но и Японии. Например, в Японии доходность по 10-летним облигациям выросла до 2,3%, а это максимальный уровень с 1999 года. Для японского рынка это очень сильное движение. Банк Японии пока ставки не трогал, но разговоры о повышении ставки на 0,25% пока остаются. Если говорить простым языком, то рынок облигаций это как сигнал. Именно он показывает, насколько далеко может зайти эта история с войной, нефтью, инфляцией. В апреле прошлого года именно облигации заставили Белый дом резко смягчать курс по
тарифам. И конечно же в такой ситуации Трамп будет делать все, чтобы закончить войну или хотя бы дать инвесторам веру, что она скоро закончится, чтобы не увеличивать доходности по облигациям, потому что это конечно же бьет по госдолгу и по фондовым рынкам. А Трамп всегда делал ставку на рынки, то есть ему крайне важно, чтобы фондовый рынок США был зеленым, а при высокой доходности по облигациям это очень сложно. Поэтому я думаю, что Трамп в ближайшие дни будет делать все больше заявлений о том, что война заканчивается, переговоры идут, будет выкладывать какие-то хорошие заявления, чтобы рынки реально поверили в то, что война может закончиться уже в апреле. Ведь давайте откровенно, с ростом доходности по облигациям, красным фондовым рынком, который теряет по $1 триллиону в неделю, войной в Иране, тарифами, а также ростом цен на бензин, шансы на победу республиканцев в ноябре стремятся к нулю. Поэтому очевидно, что эту ситуацию нужно спасать. Конечно же, весь этот страх, который наблюдается на рынке облигаций, перетекает на крипту. После небольшого улучшения настроений биткоин опять опустился ниже уровня 70 тысяч. И те, кто смотрели мое прошлое видео, готовились к этому сценарию. В таком случае мы уже рассматриваем не восходящий торговый канал, а вот такой горизонтальный диапазон с первой поддержкой на уровне 66 тысяч. До конца месяца осталась неделя, и скорее всего, если новостной фон не изменится, и мы не получим информацию, что война идет к завершению, или есть потенциал реальных переговоров, то биткоин рискует закрыть месяц ниже уровня 70 тысяч. Особенно сильно страх видно по розничным инвесторам, потому что именно они чаще всего реагируют на такие движения максимально эмоционально. Если посмотреть на данные платформы Sentiment, то реально был зафиксирован резкий рост фуда. И исходя из этого может произойти классическая история, когда розница боится и выходит с рынка, мы видим локальный отскок и рост цены. Но если посмотреть на более детальные очень данные, то мы получим больше информации. Например, по данным CryptoQuant, средний 30-дневный объем мелких сделок от 0 до $1000 сейчас составляет около 96 миллионов долларов. И это примерно минимальные уровни начала 2023 года. То есть розница на рынке вроде бы есть, но по факту реальные объемы очень маленькие. Еще важнее, что доля розничной торговли в диапазоне от 0 до 10 тысяч долларов с начала 2023 года упала более чем на 24%, примерно до 0,7%. И это, кстати, интересный сигнал, потому что он говорит о том, что розничные инвесторы остаются активными, но сама их роль и влияние в структуре рынка больше не растет. То есть да, сильный страх розницы, конечно же, есть, и он может дать локальный отскок по биткоину, но просто брать прошлогодние данные и сравнивать их с тем, что происходит сейчас, не совсем правильно, потому что внешние факторы очень сильно изменились. И сейчас на биткоин давит, конечно же, война, Иран, заявление Трампа, и мы не можем просто смотреть на один график и как-то четко определять движение биткоина, потому что нужно учитывать все, особенно текущие фундаментальные факторы. И здесь также важную роль играет приток капитала в ETF. Вот смотрите, когда здесь у нас был большой приток на протяжении 7 дней подряд, то дальше мы видим оттоки. И опять-таки продолжение тока капитала из ETF мы разбирали в прошлом видео. Конечно же, даже если сравнить приток за эти 7 дней с теми оттоками, которые мы видим сейчас, то цифры, конечно же, будут больше в плюс. Но я не исключаю такого варианта, что после этих выходных клиенты BlackRock и других фондов возобновят продажи биткоина через ETF. И поэтому, если перейти на график, то мы видим, что цена вышла из вот этого восходящего канала, где она начала двигаться с начала февраля. После тестирования локального максимального уровня в диапазоне 76 тысяч мы увидели резкий разворот. Да, вот в этом месте после тестирования восходящей линии цена потенциально могла пойти вверх и пробить медиальную линию канала и протестировать линию сопротивления на уровне 77 тысяч, но за счет плохих новостей рынок развернулся вниз и протестировал поддержку, которую мы разбирали в прошлом видео. На выходных чаще всего активность на рынке снижается, поэтому самый вероятный сценарий — это консолидация вот в этом диапазоне. Также я не исключаю вариант, что мы можем протестировать поддержку ниже этого уровня в диапазоне 65 тысяч, получить там ликвидность и снова развернуться вверх к уровню 70 тысяч. Это все может произойти в ближайшие 1-2 недели, поэтому от данных уровней я буду торговать в ближайшее время. Но что самое главное, все будет зависеть от новостей. Ведь вы сами видите, любое заявление и скачок вверх или вниз на 5% нам обеспечен. Поэтому, чтобы все эти новости не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Также, друзья, поддерживайте видео лайком, подпиской на канал, нужно уже пробить эту цель в 100 тысяч подписчиков. Также пишите комментарии и увидимся в следующем видео. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!